Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Прежде чем я начну агрогороскоп, снова же по просьбам некоторых наших зрителей начинать наше видео с просьбой подписываться на наш канал, а также под видео писать различные комментарии, вопросы. А самое главное, делитесь этой важной информацией с другими, с родными, близкими, друзьями. Пусть у них тоже все будет хорошо, пусть они также будут здоровы, успешны, и обязательно у них хорошие урожаи вырастают и в саду, и на грядках, и их цветы в комнате будут прекрасны. Ну а сейчас мы начнем агрогороскоп с 23 по 25 октября 2021 года, когда убывающая луна уже будет в знаке Близнецы. Постепенно напряжение спадает, и мы входим в вот эти новые энергии, более-менее спокойствия. И всегда мы составляем все агрогороскопы по московскому времени, хотя мы живем на юге Украины, на юге Одесской области, в городе Измаил. Просто так все удобно. Есть в интернете, в гугле вот эти сайты, которые позволяют определить свое время своего региона и своей страны. А теперь приступим к агрогороскопу. Очень важная тема. И эта тема касается перехода. Вот смотрите, суббота, казалось бы, многие говорят, обязательно нам давайте дни. Мы хотим на выходные, так как многие еще работают, на выходные что-то сделать. Но вот данная суббота и воскресенье будут как раз нерабочими в плане посевов, посадок, а также разных трудов в саду и на цветнике. Давайте рассмотрим все-таки более подробно. 23-го это время перехода Луны из знака Телец. Это уже время Луны без курса с 0 часов и до 10 часов 57 минут. Ну а с 10 часов 58 минут начинаются Близнецы. Естественно, ни это время в Тельце, ни время в Близнецах не дает нам оснований для того, чтобы мы проводили какие-либо посевы и какую-либо рассаду высаживали. Естественно, в саду тоже ничего уже не высаживаем, только укрываем растения, занимаемся уборкой, подготовкой к зиме. И еще не проводим зеленые операции, еще энергии очень напряжены. Уже чуть-чуть позже в Близнецах мы уже это сможем делать. И то, если есть в этом такая сильная необходимость, тогда можно проводить зеленые операции. Цветы. Вот это актуально сейчас в знаке Близнецы, выкопка всех луковичных цветочных растений и закладка на хранение также луковичных цветов. Вот этим можно как раз заниматься. Причем и при выходе из Тельца, и уже в знаке Близнецы. Для комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней. Поливы. Поливы только до 9 часов утра. А затем наступает это время стихии воздуха, когда нельзя поливать. Естественно, подкормки не проводим. Зато у нас с заготовками различными, сбором урожая, закладкой на хранение время супер для того, чтобы это делать. А вот с квашением капусты прошу обратить внимание, можно с 0 часов до 8 часов еще квасить капусту. Еще телец будет в силе, и как раз если до 8 часов это сделаете, процесс брожения начнется, квашение будет очень вкусным и хорошим. Но позже уже переход в знак стихии воздуха, сухая будет капуста и, естественно, не такая вкусная, когда ее делаешь, готовишь в Тельце. Поэтому уже после 8 часов никаких уже таких вот дел с квашением, с природным, естественным не проводим. Единственное, что могут и можно вообще каждый день, можно с уксусом делать любые квашения, не квашения, а просто-напросто маринованные различные овощи. Идем сейчас уже в дни, когда очень хорошие дни, когда прямо с 0 часов 24 октября и до конца суток 25 у нас время знака Близнецы, стихии воздуха. И сейчас смотрите, что у нас происходит. В Близнецах никаких посевов не проводим.
и рассаду не высаживаем. Зато уже что можно проводить санитарную обрезку в саду. И здесь эти 2 дня можно эту работу делать. Я очень еще раз вас прошу, будет интересная очень зима, сложная для наших растений. Поэтому не спешите с обрезкой. Санитарная, да, но обрезать наперед не спешите. Можете к весне остаться с несколькими веточками, и растение будет болеть и не выдержит. Поэтому лучше оставьте это дело до весны. Ну, естественно, готовьте сад к зимовке. Это у каждого свое время. Для теплых стран актуально в саду будет время каких-то работ таких. Можно обрезку проводить, зеленые операции можно проводить, уборку. Вот это что будет актуально. Для цветов 24 и 25 очень хорошо в это время выкапывать все луковичные цветы, которые уже отцвели, засохли листики. Ну, уже впереди зима, поэтому выкапывайте. Ну, естественно, то, что выкопали раньше, высушите, проверьте все луковички. Обязательно их обработайте, если там есть где-то раночка. Обязательно. Или лучше всего зеленка. Ну, и если нет зеленки, то какие-то другие препараты, марганцовка тоже можно использовать. Но обязательно просушите, подготовьте и закладывайте на хранение. Для комнатных цветов будет защита от вредителей болезней, а также обрезка сухих цветоносов и листьев. Ну, естественно, в эти дни нельзя не поливать и не подкармливаем, потому что без полива в дни стихии воздуха растения не подкармливаются. Вот что касается подкормки, здесь речь идет о подкормках под корень минеральными или органическими удобрениями, а также в теплых странах подкормки по листьям. Поэтому здесь это не проводим. Время заготовок. Эти 2 дня, конечно же, замечательные. Собираем урожай, консервируем, замораживаем, сушим, варим варенье, джемы, все, что вы хотите, готовьте, закладывайте на хранение все, что вы запланировали. А вот квасить капусту в это время нельзя. Видите, мы пропускаем эти дни. Позади были хорошие дни для квашения капусты, поэтому уже вы знаете заранее. Еще раз посмотрите агрогороскоп до 23-го, вы увидите, что там замечательное время в Тельце для квашения капусты, грибов, яблок и так далее. Ну и вот очень хорошо, что у нас вышла Луна из знака Близнецы 25-го, и зашла сразу же в конце суток, и зашла сразу же в знак Рак в 1 минуту новых суток 26 октября. Видите, Луна без курса, она не длинная, она началась еще в 17 часов 13 минут. Ну вот здесь время не посевное, не посадочное, 1 минута в этих сутках. Зато дальше мы уже приступаем к более важным работам, и уже здесь больше набор у нас, каких работ мы должны сделать. Очень хорошо в это время сеять редис, это убывающая луна. В Раке получается сочный, вкусный редис. Ну а в теплицах можно еще зеленушку посеять, если есть необходимость в этом. Очень хорошо сейчас уже на окошке, без земли, проращивать различные семена и их готовить к тому, чтобы съедать вот эти витаминные проростки, делать салаты или просто так есть. Очень хорошее дело. Так что в это время как раз очень полезно будет есть вот эти пророщенные семена. Рассаду можно высаживать любую, овощи, то ли цветы, все это будет очень хорошо. В саду, естественно, там, где снег, мы не поливаем. Там, где есть необходимость, можно поливать. Уборка различных, еще, если не убрали листьев, закладка в компостную яму вот этих различных органических остатков, вот. И посадочные ямы готовите к весне. Зеленые операции ни в коем случае не проводим, потому что это время стихии воды. Для цветов тоже актуальны поливы, посадка рассады
именно цветочных растений из горшков сейчас лучше всего высаживать именно из закрытой корневой системы. Для комнатных цветов поливы, подкормки, посадка, пересадка, перевалка, все, что вам как раз сейчас необходимо сделать, пожалуйста, делайте. И поливы, и подкормки тоже сейчас вместе с поливами можете проводить. И они очень нужны для тех, которые зацветают или цветут. Есть такие растения сейчас на подоконниках. Ну и момент очень важный – это заготовки, сбор урожая, квашение капусты. Вот это ничего в дни стихии воды не проводится. Это мы сделаем в выходной. У нас были такие горячие дни до этого, поэтому у нас агрогороскоп завершается вот такими выходными днями в знаке Рак 26 октября. Продолжаем наше видео. И сейчас рубрика «Луна для дома», для здоровья с 23 по 25 октября 2021 года. И начинаем сразу же с субботы, 23 октября. Здесь такое время разделения тоже энергии. Энергия Земли, стихия Земли, энергия стихии воздуха. Печку можно уже топить ближе к переходу близнецов. Это после 12 часов уже можно будет топить и будет нормально. Стихия воздуха – это очень быстрые движения воздушные, поэтому можно в это время, но помните, если первый раз, вы обязательно начинаете с маленького количества дров, для того, чтобы пробить воздушную вот эту пробку. Но в это время чаще всего все хорошо получается и дыма нету. Стрижка волос. Еще не делаем стрижку. Здесь еще воздействует энергия Тельца, и еще близко полнолуние. Пока попробуйте воздержаться еще один день и не красьте волосы в это время полнолуния. И причем полнолуние было сложное в Овне, энергии стихии огня, поэтому воздержитесь, несмотря на то, что у нас и Телец со своими энергиями и близнецы в этот день, просто-напросто пропустим этот день. Мытье волос, да, очень хорошо. Очистка кожи – это то, что вот многие занимаются различными процедурами на коже. Вот убывающая луна – замечательное время, и причем, если вы начинаете уже с момента, вот в данном случае нужно с 22-го начинать числа вечером, вы можете в крайнем случае 23-го утром и вечером вот заниматься вот этими процедурами и до момента времени Гекаты. Это уже мы будем дальше говорить. Это будет у нас каждый день, здесь перерыва нету. Очистка кожи. Ремонт. Можно начинать вот эти все ремонтные работы с 12 часов дня. Далее проветривание вещей тоже с 12 часов. А вот рукоделие нужно завершить до 10 часов. Далее вот энергия стихии воздуха будет нас тянуть куда-то что-то бежать, делать, двигаться. Вот такая-то стихия ветреная, быстрая, поэтому толком ничего не сделаете. Бывают ошибки, я это на себе проверила. Поэтому до 10 часов, если что-то надо завершить, завершайте. Стирку также проводите до 10 часов, это будет лучшее качество, чем уже в знаке Близнецы. Стихия воздуха и дает возможность качественно провести стирку именно очень грязных вещей. Ну и уборку тоже будем проводить. Ну и по вашим просьбам я сразу же буду и по здоровью этого дня, потому что здесь у нас как раз знак этой стихии, знак стихии Тельца, знак стихии Земли, вернее, прошу прощения. И в Тельце напоминаю, что уязвимы шея, горло, глотка, миндалины, бронхи, язык, нижняя челюсть, щитовидная, паращитовидная железы, эндокринная система, носоглотка. Поэтому, пожалуйста, вот эти все наши органы надо обязательно беречь сейчас от ветра, от переохлаждения, чтобы не простыть. Уши берегите в это время, тоже очень важно. Ну и в это время нельзя делать большие нагрузки на
наш желудок, не переедайте ни в коем случае. И ни в коем случае не используйте холодные блюда, холодцы различные. Тот, кто любит что-то холодное еще выпить. Кстати, бутерброды в это время тоже очень тяжелые для желудка. Не готовьте в этот день картофель, кукурузу, попкорн особенно, или отварную кукурузу, какой-то салат тоже не надо. И мучные изделия. Это очень тяжело для нашего важного органа желудок. Ну и что можно в это время готовить? Это у нас овсяная, гречневая каша, понравится желудку, различная рыба, сыры, творог, кисломолочные, естественно, продукты. Сейчас много тыквы, свеклы, яблоки, морковь, зелень различная, хурма, киви, зизифус, актинидия. Все эти овощные, ягодные продукты, овощи, фрукты, все это будет идти на пользу. Ну вот мы с Тельцом разобрались, затем Луна у нас уже после 12 часов переходит в знак Близнецы. И вот это время у нас в знаке Близнецы будет 24-25, на что нужно обратить внимание. А обратить внимание на то, что очень много дел можно запланировать и сделать. Смотрите, печка в знак стихии, естественно, воздуха, ветер быстрее загорается, но внимательно, когда вы открываете форточку и закладываете дрова, очень аккуратно и тихонечко, потому что вот ветер может подуть на вас этот огонь, который там в печке уже разгорается, и может иногда дымок попадать, если вот сильный ветер. Так что будьте внимательны, потихоньку это все делайте. Поэтому можно в это время очень хорошо топить печку. Стрижка волос, вот она начинается, это время хорошее. И 24-25 стригите волосы. И в это время очень хорошо и покрасить волосы. Позади у нас уже сложное время полнолуния. И, естественно, уже в Близнецах можно провести покраску. Но напоминаю, что всегда ищите сейчас. Есть такие различные краски с лекарственными, различными травяными настоями. Берегите свои волосы. Конечно, красиво покрашенные волосы, но нужно, чтобы они были в первую очередь здоровы. В любом случае, можно сегодня любой краской красить волосы. Мытье волос тоже очень хорошо. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы волосы ваши были шелковистые и чистые. Очистка кожи продолжается. Эти дни тоже используем. Ремонт в знаке стихии воздуха, конечно же, и красить, и, кстати, обои клеить, и белить, все хорошо получится. А вот с проветриванием вещей тут тоже все нормально. Рукоделие, прошу обратить внимание, рукоделие в это время лучше этим не заниматься. Только настроение испортите. Стирка, плохо отстирываются пятна, если стирка не сильно грязная, просто нужно освежить, то можно стирать. И уборка в это время очень хорошо проходит, стеклянные поверхности хорошо натираются, блестят. Тоже это время используйте для того, чтобы было очень хорошо приятно в вашем доме. И теперь рассмотрим вопросы здоровья. Это очень важно, потому что сейчас вот в знаке Близнецы будут уязвимы снова же очень важные органы. Вы знаете сейчас, какое у нас положение с заболеваниями. И вот бронхи, трахея, плевра, легкие очень уязвимы в это время. Поэтому теплая одежда, постарайтесь меньше выходить в общественные какие-то места, там, где чихают, кашляют. Берегите себя. И теплые вещи, тихо, спокойно прогуливайтесь, не спешите в это время, берегите себя. В это время также уязвимы плечи, предплечья, кисти рук, запястья, вегетативная, нервная и дыхательная системы. Очень в это время может произойти нервное перенапряжение. Это стихия воздуха, скорость. Лучше не смотрите телевизор и не смотрите боевики или какие-то негативные какие-то фильмы в плане того, чтобы вы будете нервничать, переживать. Уходите от этого. Смотрите лучше что-то
простое, легкое, какие-то комедии, чтобы не перенапрягаться. И, естественно, берегите свою нервную систему. Что в это время очень важно? Вот пища часто, но небольшими порциями. Вот такой вот знак близнецы. Его близнецы это сразу же уже двое. И, естественно, двойная вот эта порция. Делим одну порцию, один обед или один завтрак и ужин делим частями. И чем раньше, тем лучше вечером нужно принимать пищу. И, кстати, нельзя ни в коем случае использовать в эти дни щавель и шпинат. Каким образом они влияют на работу желудка? Вопрос сложный, но это именно практические подсказки, что вот эти вот, казалось бы, да, зеленые витаминные культуры, но вот в это время не рекомендуется их использовать и готовить. Что же можно? А можно продукты с большим содержанием фосфора и кальция. Это блюда из сои, самые различные орехи, зеленый горошек, редис, мак, кунжут, миндаль, укроп, гранат, цветная капуста, сельдерей. А вот сейчас, если вот в тельце нельзя было сдобные какие-то мучные изделия, то сейчас из кукурузы, те же пластивцы различные, палочки кукурузные, и хлеб, сдоба, все в это время очень пойдет хорошо нашему организму, но небольшими порциями и часто. Из ягод нужно созревшие сладкие ягоды использовать. Очень хорошо в это время использовать авокадо и папайю. Из мяса, вот видите, дошло время, что уже можно использовать. И хорошо будет, но снова же курица, индейка, куропатка не жирные. Вот это себе сделайте заметку. Жиром не увлекается, жирными вещами. Я имею в виду вот уже утку, жирный гусь. Вот это все сейчас исключайте. Только курица, тоже не жирная. Индейка, все это вот ищите, покупайте, готовьте именно с наименьшим количеством жира. Это мы рассмотрели знак близнецы, который у нас был 24 и 25. Ну и знак рак. Здесь, конечно, меняется ситуация. Печку топить нельзя. Стрижку волос лучше не делать. Лучше вообще не делайте в это время. Покраску волос тоже не проводите. Мыть волосы не рекомендуется. А вот очистка кожи, различные вот эти нанесения лекарственных каких-то растений, это мы продолжаем. Проветривать вещи, ремонтировать в это время не рекомендуется. Рукоделие тоже в это время не будет идти. Это как вода сквозь руки. Вот это время так вот оно можно характеризовать. Если рукоделие нам не подходит в эти дни, тогда хорошо заниматься стиркой и уборкой. Это убывающая луна, знак стихии воды, рак. Приветствуются эти виды работы, и, естественно, все получится очень хорошо. Все пятна, все, что у вас не получалось вытереть и убрать, сейчас очень хорошо это все пройдет. И о здоровье в дни нахождения Луны в знаке рак. В первую очередь уязвимы это грудная клетка, ну и все органы в грудной клетке, поэтому сейчас это актуально. Может быть обострение астмы, различные простуды цепляются, ларингиты, пневмонии. Пожалуйста, будьте внимательны, не переохлаждайтесь и старайтесь подальше от общественных мест, чтобы не подхватить какие-либо вирусы или заболевания различные, о которых сейчас много говорят, и все вы прекрасно знаете. Но также в это время уязвимы печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная система. Поэтому будьте внимательны с пищей. Должна быть легкая пища. Здесь даже о мясе не говорится. Не то, что жирное, не жирное, а здесь старайтесь исключать мясо. Зато можно использовать морепродукты, различную рыбу, морскую капусту, она сейчас очень вкусная, картофель печеный, отварной, пюре, что угодно.
морковь, свекла, тыквы, сейчас их много, можно использовать, различные орехи, экзотические фрукты. И вот это все вместе, легкая пища, легкие блюда, помогут вам пройти легко вот этот период Луны, убывающей Луны в знаке Рак. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили сегодня для вас этот выпуск. Благодарим вас за внимание. Еще раз напоминаю, подписывайтесь и, естественно, комментируйте. И ждем ваши вопросы. Желаем вам крепкого здоровья. Будьте внимательны к этому важному нашему органу, в котором находится наша великолепная душа. Берегите себя, не простужайтесь и далее готовьте, делайте все, что вам нужно, именно в благоприятные периоды, чтобы у вас все было хорошо в вашем доме, пусть будет тепло, уют и всем позитивного, солнечного настроения. До новых встреч на нашем канале.